Привет! Сегодня мы с вами прочитаем вот эту статью, и мы будем читать ее в моем формате. Вы будете видеть фразу, грамматику и перевод некоторых слов. И сначала я прочитаю статью целиком, а после прокомментирую пару грамматических моментов. Все, начинаем читать. 6 июля с Земли будет видно самое маленькое солнце в году. Земля в понедельник 6 июля пройдет Офелий, самую удаленную от Солнца точку своей орбиты, из-за чего видимый диаметр звезды станет минимальным за весь 2026 год, сообщили РБК в пресс-службе Московского планетария. В день Офелия Земля окажется примерно на 5 миллионов километров дальше от звезды, чем в январе, когда планета находится в перигелии, ближайшей точке. Из-за этого видимый диаметр солнечного диска уменьшится примерно на 3%. Офелий наступит 6 июля в 20 часов 31 минуту по московскому времени. Расстояние до Солнца в этот момент составит 152 миллиона 94 тысячи километров. В Московском планетарии также прокомментировали заблуждение о том, что жаркое лето в июле связано с близостью к Солнцу. Времена года определяются не расстоянием до Солнца, а наклоном земной оси. При этом из-за удаленности планета движется по орбите медленнее, поэтому астрономическое лето в северном полушарии длится на 5 дней дольше, чем зима. Ранее инженер учебной астрономической обсерватории УРФУ Владилен Санакоев рассказывал о ключевых астрономических событиях июля. В ночь на 11 июля он советовал обратить внимание на тонкий серп Луны, который пройдет на фоне скопления Плеяды, а также на красноватый Марс, для наблюдения за которым будет достаточно бинокля. Уран можно будет разглядеть только в телескоп с увеличением от 100 крат. В конце месяца 30-31 июля ожидается метеорный поток южные дельта-Аквариды, но из-за низкого положения радианта над горизонтом удастся заметить лишь несколько ярких метеоров в час. Теперь давайте чуть-чуть поговорим о грамматике. Здесь мы прочитали «дальше от звезды», а здесь мы прочитали «близость к Солнцу». Вот у нас есть дом и 2 магазина. Этот магазин находится близко к дому, и этот магазин далеко от дома. Мы всегда говорим близко к чему и далеко от чего. Также можно сказать, что этот магазин находится недалеко от дома. И если мы сравниваем ближе к дому, дальше от дома, используем глаголы. Я приближаюсь к дому, подхожу к дому, отдаляюсь от дома, отхожу от дома. Всегда будет эта логика. Близко к чему, я иду к чему, и далеко от чего. Я ухожу от чего. И Офелий – это самая удаленная от Солнца точка, и перигелий – это ближайшая или самая близкая к Солнцу точка. А здесь мы прочитали в ночь на 11 июля. И, кстати, 11 июля – это суббота, поэтому еще можно сказать в ночь на субботу.
Вообще, если мы говорим просто «когда», мы говорим 11 июля в субботу. Но здесь ночь как бы ведет нас к субботе. Это ночь на субботу. Это ночь на 11 июля. И также, если у вас запланирован урок или запланирована встреча, и вы хотите перенести урок или встречу, вы говорите, на какой день вы хотите перенести урок или встречу. Например, у вас встреча в пятницу, но вы не можете в пятницу прийти на встречу, и вы пишете сообщение: «Привет, можем перенести нашу встречу на субботу или на понедельник?» И если ваша встреча 11 июля, вы можете предложить перенести ее на 12 июля. Если встреча в 5 часов, вы можете перенести ее на 6 часов. Если встреча в июле, вы можете предложить перенести ее на август. То есть нам не важно, какой предлог и падеж мы используем, когда говорим «когда». Если мы хотим перенести это событие, мы говорим «на какой день», «на какое время», «на какое число», «на какой месяц», «на какой год». Я даже не могу сказать «и так далее», потому что, кажется, я упомянула все варианты. И на этом все. Если у вас есть вопросы, напишите в комментариях, и скоро увидимся. Пока!